В 1968 швейцарский писатель Эрих фон Деникен выпустил книгу, которая мгновенно привлекла внимание всего западного мира. Он утверждал, что пирамиды Гизы построили не люди, их построили инопланетяне. Главным аргументом было то, что даже современная цивилизация с нашими технологиями не смогла бы построить такое сегодня. Самая большая пирамида Гизы, пирамида Хеопса, существует уже 4500 лет. Ее высота достигает 146 метров. На ее постройку, по разным подсчетам, ушло до 2,5 миллионов каменных блоков. Средний вес одного блока составляет около 2,5 тонн. Некоторые блоки весят по 15 тонн. И все это строили в эпоху, когда у людей не было ни железа, ни сложной техники. Только медные инструменты, веревки и сила людей. Это казалось настолько невозможным, что миллионы людей по всему миру поверили в совсем другую версию. В версию, где пирамиды строили не люди. Внутри Великой пирамиды археологи находили коридоры с идеально ровными гранями. Помещения, выложенные плитами с зазором меньше миллиметра. Шахты, направленные точно на определенные звезды. И ни одного скелета строителя, ни одной могилы, ни одной мумии того, кто это все возвел. Если Эрих фон Деникен хотя бы частично оказался прав, тогда пирамиды Гизы – это не памятник древней цивилизации. Это след чужого присутствия на Земле. Но кто именно оставил это посреди египетской пустыни? Главный аргумент сторонников инопланетной версии всегда звучал примерно одинаково. У древних египтян не существовало технологий, способных создать нечто подобное. И спорить с этим действительно непросто, особенно когда начинаешь смотреть на конкретные цифры. Пирамида Хеопса сложена из блоков общей массой около 6 миллионов тонн, что превышает суммарный вес всех соборов средневековой Европы вместе взятых. Если разделить эту цифру на 20 лет, а именно такой срок строительства указывают античные источники, выясняется поразительная вещь. Строителям приходилось бы укладывать новый блок каждые 2-3 минуты, без единой остановки, круглые сутки, на протяжении 2 десятилетий подряд. И речь пока идет только об общих цифрах. Но чем глубже исследователи разбирались в деталях, тем более невероятной казалась вся конструкция. Гранитные блоки внутри пирамиды весят до 80 тонн. Их доставляли из Асуана, а это почти 1000 километров от Гизы. Уже один этот факт вызывает споры до сих пор. Но еще сильнее удивляет качество обработки камня. Поверхности некоторых саркофагов настолько ровные, что современные приборы почти не фиксируют отклонений. На этом странности не заканчиваются. Стороны пирамиды ориентированы по сторонам света с крайне высокой точностью. Угол наклона всех 4 граней практически одинаков. Внутренние коридоры проходят под точно рассчитанными углами и ведут в камеры, расположенные по четкому математическому плану. Создавалось ощущение, будто строители владели знаниями и методами, которые намного опережали свое время. Если даже сегодня построить такое сооружение было бы крайне сложно, несмотря на краны, лазеры, компьютеры и спутниковую навигацию, то как с этим справились люди 4500 лет назад? Но самое любопытное обнаружилось не снаружи, а внутри пирамиды. В 1872 британский инженер Уэйнман Диксон случайно наткнулся в одной из камер на узкие шахты, уходящие куда-то в самую толщу камня. Эти каналы оказались слишком узкими, чтобы по ним мог протиснуться человек, и при этом слишком ровными, чтобы возникнуть сами по себе. Позднее исследователи установили, что направлены они на конкретные звезды в созвездии Ориона. Шахты проходили через десятки метров камня и при этом сохраняли идеально точное направление. Создавалось ощущение, будто строители заранее все рассчитали и проложили эти каналы с точностью, которая удивляет даже сегодня, и звезды для этого выбрали не случайно. Созвездие Ориона египтяне связывали с богом Осирисом, правителем загробного мира. Именно туда и были направлены каменные шахты. Создавалось ощущение, будто пирамида должна была не просто хранить тело фараона, а соединять его с небом. Более того, 3 великие пирамиды Гизы расположены на плато не просто так. Если посмотреть на них сверху, они повторяют расположение 3 звезд в поясе Ориона. Древние строители словно перенесли кусочек звездного неба прямо на землю Египта. Еще больше вопросов вызывало то, что скрывалось в центре пирамиды Хеопса. Археологи находили внутри пирамиды камеры, в которые, судя по всему, никто никогда не входил. Они оставались запечатанными и пустыми с момента постройки.
А в 2017-м международная группа ученых применила мюонную томографию, метод, позволяющий буквально просвечивать камень с помощью космических частиц, и обнаружила внутри пирамиды огромную полость длиной около 30 метров. Раньше о ее существовании никто даже не подозревал. Масштаб находки поражал. Внутри пирамиды скрывалось 30 метров пустого пространства, о существовании которого люди не знали тысячи лет. Строители потратили огромные силы, чтобы создать это помещение, а затем словно специально закрыли его навсегда. Огромная скрытая камера без входа, без саркофага и без следов людей плохо вписывалась в привычное представление о гробнице фараона. Внутри не нашли ни захоронений, ни предметов, только пустое пространство с необычно точными расчетами. И чем больше подобных находок делали ученые, тем сильнее пирамида Хеопса начинала напоминать сооружение с каким-то другим назначением. А самая странная находка ожидала исследователей далеко от Гизы, в храме древнего города Абидос. Именно там, на одной из потолочных балок, археологи обнаружили изображение, которое в 20 веке шокировало исследователей по всему миру. На камне были выбиты обычные иероглифы, но среди них люди неожиданно увидели формы, напоминающие современные машины. Один символ был похож на вертолет, другой — на подводную лодку, рядом угадывался силуэт самолета, а еще один напоминал танк. Самое странное, что это не подделка и не картинка из интернета. Рельеф действительно существует, и увидеть его можно даже сегодня. Любой турист может приехать в Абидос и своими глазами посмотреть на эти загадочные изображения. Если древние египтяне действительно изобразили вертолет за тысячи лет до его изобретения, значит, они каким-то образом знали, как он выглядит. А если знали, то кто-то должен был им показать. И этот кто-то вовсе не с нашей планеты. Так выглядит история древнего Египта глазами людей, верящих в палеоконтакт. Огромные блоки, которые невозможно поднять, точность, которую трудно повторить даже сегодня. Шахты, направленные на звезды, запечатанные камеры внутри пирамиды, изображения, напоминающие летательные аппараты на потолке древнего храма. Если хотя бы половина из этих фактов окажется правдой, официальная история древнего Египта начинает рушиться. Но стоит внимательнее разобраться в деталях, и картина резко меняется. Один за другим загадочные аргументы начинают получать вполне земное объяснение. И именно здесь начинается самое интересное. Первым под сомнение попадает самоутверждение, что у древних египтян не существовало подходящих инструментов. Проверить его несложно, поскольку археологические каталоги последних десятилетий говорят об обратном. Только в слоях эпохи Древнего Царства, когда строились главные пирамиды Гизы, археологи нашли больше 1000 медных зубил. И это не случайные находки, а огромное количество инструментов, которые постоянно обнаруживают рядом с поселениями строителей пирамид. Стало ясно, что у египтян действительно были инструменты для обработки камня. Но был и другой момент, который долго использовали сторонники альтернативной версии. Считалось, что у египтян была только мягкая медь, которой невозможно нормально обрабатывать твердый камень. Однако в 2020-х ученые изучили древние инструменты и выяснили, что это была не чистая медь, а более прочный сплав меди с мышьяком. Такой металл был намного тверже, дольше держал заточку и гораздо лучше подходил для работы по камню. Получалось, что египтяне пользовались достаточно прочными металлическими инструментами еще 1000 лет назад. А в 2024-м ученые проверили почву вокруг пирамид. Логика была простой. Если строители долго работали металлическими инструментами, частицы металла должны были остаться в земле. Именно это исследование и показало. В почве нашли большое количество меди и мышьяка, тех самых металлов, из которых делали инструменты. Никаких следов неизвестных технологий или загадочных сплавов обнаружено не было. Допустим, инструменты у египтян действительно существовали. Но даже в этом случае остается вопрос, как они перемещали многотонные каменные глыбы без машин, кранов и привычного нам колеса. Обычно здесь сразу представляют тысячи рабов, которые под ударами плетей тащат огромные камни по раскаленному песку. Этот образ давно стал частью фильмов и массовой культуры. Но раскопки показывают совсем другую картину. Блоки весом в 80 тонн действительно существовали, но их было немного, и использовались они в основном у основания пирамиды. Большая часть камней весила около 2,5 тонн. А чем выше строилась пирамида, тем легче становились блоки. В верхних рядах их вес иногда был меньше тонны.
Археологи смогли понять, как именно перевозили эти блоки. Рядом с пирамидами нашли остатки специально построенных дорог, которые вели от каменоломен прямо к стройке. Египтяне выравнивали поверхность и заранее готовили твердое покрытие для перевозки камня. По рыхлому песку многотонные блоки никто не тащил. Сам процесс позже проверили в современных экспериментах. Оказалось, что группа примерно из 15 человек может перемещать блок весом 2,5 тонны на деревянной платформе по ровной поверхности. Причем речь шла об обычных людях, а не о профессиональных атлетах. И такие платформы – не реконструкция. Их действительно нашли при раскопках в Египте. Подтверждение нашлось и в древних документах. Археологи обнаружили так называемый папирус Мерера, рабочий журнал бригадира, который отвечал за доставку камня для пирамиды Хеопса. В нем подробно описано, как блоки перевозили через Нил, какими маршрутами шли лодки и как была организована работа. Получалось, что одна из главных загадок пирамид постепенно превращалась в хорошо организованный строительный процесс, который сами египтяне подробно описали еще тысячи лет назад. Хорошо, инструменты у египтян были, дороги тоже были, а блоки перевозили целые бригады рабочих. Но тогда возникает другой вопрос. Как они успели уложить 2,5 миллиона блоков всего за 20 лет? Ведь получается, что новый блок нужно было ставить каждые 2-3 минуты. Но здесь есть одна важная ошибка в подсчетах. Когда люди делят миллионы блоков на минуты, они представляют стройку так, будто рабочие укладывали камни по одному. Сначала один блок, потом следующий, потом еще один. В реальности большие стройки так никогда не работают. Достаточно вспомнить любой современный завод. Если разделить количество выпускаемой продукции на минуты, может показаться, что новый товар создается почти мгновенно. Но в реальности все работает иначе. Сотни людей одновременно выполняют разные задачи на разных участках производства. Пока одни собирают одну часть, другие в это же время делают другую. Ровно так же возводили и пирамиды. По расчетам современных египтологов, на строительстве одновременно трудились от 7 до 20 тысяч человек, разбитых на множество бригад, и каждая бригада занималась собственным участком. Одни вырубали камень в каменоломнях, другие перевозили уже готовые блоки, третьи поднимали их наверх, четвертые укладывали в кладку, а пятые шлифовали облицовку. Пока укладывался один блок, еще сотня готовилась к укладке в других местах, и общая скорость стройки оказывалась выше той, что получается при делении. Любопытно, что нечто подобное человечество повторило совсем недавно. В Лас-Вегасе построили отель «Луксор» в форме пирамиды, и его высота превышает 100 метров, это выше третьей по размеру пирамиды Гизы. На строительство ушло всего около 2 лет. Конечно, современную пирамиду возводили из бетона, стекла и стали, но важен сам принцип. Если сегодня люди способны построить гигантское пирамидальное сооружение за несколько лет, то и древние египтяне вполне могли справиться со своей задачей за 20 лет, просто другими методами и силами огромного числа рабочих. И здесь рушится еще один популярный миф. Образ измученных рабов под плетьми надсмотрщиков появился в основном благодаря голливудским фильмам и старым книгам. Но раскопки показывают совсем другую картину. Археологи нашли целый город строителей, большой поселок с жилыми домами, пекарнями, лечебными помещениями и собственным кладбищем, где хоронили людей, строивших пирамиды. На костях сохранились следы тяжелой физической работы, но при этом видно, что люди хорошо питались и получали медицинскую помощь. Археологи нашли доказательства того, что строителям лечили переломы, проводили операции и заботились о тех, кто получал травмы. Все это больше похоже не на труд рабов, а на работу государственных рабочих Древнего Египта. Они получали еду, жилье, одежду и лечение. Некоторым даже стирали одежду в общей прачечной. По меркам той эпохи это считалось большой роскошью. Во времена Древнего Царства Египет переживал расцвет. Нил каждый год разливался и приносил настолько богатые урожаи, что страна жила в условиях избытка продовольствия и почти не вела крупных войн. Когда начинался сезон разлива, и тысячи крестьян на несколько месяцев оставались без работы, и государство отправляло их на строительство пирамид. Для многих это считалось почетной работой. Люди могли прокормить семью, получить уважение и участвовать в крупнейшем проекте своей эпохи. Примерно так же, как сегодня человек устраивается на работу в крупную государственную компанию, древний египтянин отправлялся строить пирамиду.
Но для сторонников палеоконтакта главным аргументом все равно оставался знаменитый рельеф в храме Абидоса, где многие видели силуэты вертолета, подводной лодки, самолета и даже танка. В 90-х этот рельеф стал настоящей сенсацией среди любителей альтернативной истории. Фотографии разошлись по всему миру, о нем снимали документальные фильмы и писали книги огромными тиражами. Однако почти никто не задавал простой вопрос: а что именно написано рядом с этими изображениями? Когда храм строили при фараоне Сети I, на потолочной балке высекли его титул в специальной рамке с именем правителя. Позже на трон взошел его сын Рамсес II, который, как и многие фараоны того времени, переписывал старые памятники под свое имя. Старую надпись покрыли штукатуркой и поверх нее высекли новую. Для Древнего Египта это было обычной практикой. Фараоны часто стирали старые надписи и наносили поверх них свои собственные. Со временем штукатурка начала осыпаться, и прежний текст постепенно проступил сквозь новый. Так два слоя иероглифов наложились друг на друга. Именно из-за этого и появились странные формы, напоминающие современные объекты. Одни иероглифы совпали с другими так, что возник силуэт, похожий на вертолет. В другом месте сочетание знаков стало напоминать танк или самолет. На деле это оказались обычные древние надписи, случайно наложившиеся друг на друга. Любой египтолог, умеющий читать иероглифы, видит здесь обычное наложение двух надписей. Но человек, незнакомый с древнеегипетским письмом, замечает совсем другое – силуэт вертолета. Просто потому, что мозг легко узнает знакомые формы, а древние титулы фараонов ему ни о чем не говорят. Психологи называют это явление пареидолией, склонностью человека видеть знакомые образы в случайных очертаниях. Именно поэтому люди замечают лица в облаках, фигуры на поверхности Луны или силуэт вертолета среди древних иероглифов. Но почему людям хочется верить, что пирамиды построили не обычные люди, а какая-то высшая сила? Это повторяется снова и снова на протяжении всей истории. Средневековые люди смотрели на огромные руины Древнего Рима и были уверены, что такие сооружения могли построить только великаны. Люди XIX века считали пирамиды творением богов, а человек XXI века смотрит на те же сооружения и думает уже о пришельцах. Меняется только название силы, которой люди объясняют невозможное. Сначала это были великаны, потом боги, а сегодня инопланетяне. Но сама идея остается прежней. Многим трудно поверить, что такие сооружения могли создать обычные люди. И все же настоящая история пирамид оказывается не менее удивительной, чем любые легенды о пришельцах. Более того, даже современная наука до сих пор продолжает находить в Египте загадки, от которых становится не по себе. Недалеко от Гизы, под песками Саккары, находится подземный комплекс Серапеум. Это длинные темные тоннели, вырубленные прямо в скале. Вдоль них, в нишах, расположены огромные каменные ящики. Каждый весит от 70 до 100 тонн. Это не сборные конструкции. Каждый ящик вырезан из цельного куска гранита. Сверху их закрывают крышки весом еще около 30 тонн. Но больше всего удивляет не вес, а точность. Стенки этих ящиков выровнены почти идеально. Углы внутри строго прямые, а поверхности отполированы так гладко, что современные приборы не фиксируют отклонений. Крышки прилегают так плотно, что между ними и ящиком невозможно просунуть даже лезвие ножа. Гранит для этих ящиков добывали в 800 километрах от Саккары. Его нужно было перевезти через всю страну, затем опустить под землю и установить в узких тоннелях с поворотами. А часть саркофагов сделана из диорита, еще более твердого камня, который добывали в районах, расположенных еще дальше от места строительства. Считается, что в этих ящиках хоронили священных быков Аписа, которых египтяне почитали как воплощение божественной силы. Но есть странный момент. Внутри самих гранитных ящиков не находят останков. Зато более ранние захоронения быков действительно находят рядом, но уже в простых деревянных гробах. Зачем тратить столько сил, добывать самый твердый камень за сотни километров, если речь шла всего лишь о захоронении животного? Простой известняк лежал у египтян прямо под ногами и обрабатывался в разы легче. Но они почему-то выбрали именно гранит и обработали его так, как сегодня смогли бы немногие. Кстати, об этом и других подобных местах мы подробно рассказывали в отдельном ролике на канале, где разбирали версию о том, что многие пирамиды могли изначально не быть гробницами. Если вы его еще не видели, обязательно посмотрите после этого видео. Но есть в Египте еще одна странная загадка, связанная со звуком.
В 90-х годах инженер Том Денли, который раньше работал с проектами НАСА, провел измерения в пирамиде Хеопса. Он установил аппаратуру в камере царя, там, где когда-то стоял саркофаг, и заметил необычную вещь. Помещение вело себя не как обычная каменная комната, а как большой резонатор. Оно усиливало низкие звуки, а некоторые вибрации сохранялись внутри даже в полной тишине. Позже выяснилось, что камера сделана из ассуанского гранита с высоким содержанием кварца. Кварц реагирует на давление и вибрации и может создавать слабые электрические сигналы. Поэтому его до сих пор используют в электронике и часах. И самое удивительное в другом. Для главной камеры пирамиды египтяне выбрали именно этот камень. Не обычный известняк, который был рядом, а тяжелый гранит, который пришлось везти почти за 1000 километров. Зачем это было сделано, никто точно не знает. Одна из версий, что дело в особых акустических свойствах, которые могли использоваться во время ритуалов. Внутри пирамиды жрецы могли читать тексты или произносить молитвы, и звук при этом распространялся и усиливался особым образом. Если вам интересно, чтобы мы отдельно разобрали звуковые загадки пирамид и другие странные открытия последних лет, напишите об этом в комментариях. Пирамиды Гизы перестают казаться загадкой, когда мы перестаем искать в них тайну, которую туда никто не закладывал. Перед нами результат огромного человеческого труда, организации и инженерной работы, доказательство того, на что была способна цивилизация 4500 лет назад. Но миф об инопланетных строителях продолжает жить. Когда наука дает объяснение, его часто просто отвергают. Находки объявляют подделками, а доказательства – ошибкой или заговором. При этом сторонники версии про пришельцев сами говорят, что сегодня повторить пирамиду Хеопса почти невозможно. И отчасти это правда. Не потому, что у нас нет технологий, а потому что сегодня никто не стал бы тратить десятки тысяч людей и 20 лет жизни ради одного проекта. Мы не строим такие сооружения из-за других приоритетов. И, возможно, главная загадка Гизы именно в этом. Не в том, кто и как сложил эти камни, а в том, что когда-то люди могли мыслить масштабами тысячелетий и создавать проекты, которые переживают целые эпохи. А во что верите вы? Пирамиды построили обычные люди своими руками, медными инструментами и огромным трудом? Или в этой истории все же остается что-то, чего мы до конца не понимаем, и без постороннего влияния здесь не обошлось? И напишите в комментариях, какой факт из этого видео удивил вас сильнее всего.